Как создать своего маскота? Тот самый вопрос, который по сей день остается актуальным. Ведь хороший маскот – это не просто пикча, а харизматичный персонаж, который отражает идею вашего канала или другого проекта. Короче, в этом видео я расскажу, как создать своего маскота. От идей и образа до деталей, которые сделают его уникальным и живым. Поэтому присаживайтесь поудобнее, возьмите пончики, и мы переходим к созданию вашего маскота. Начнем с самого простого, с идеи. Сначала нужно понять, а зачем вы вообще создаете маскота? Например, для YouTube канала он должен быть запоминающимся и просто подходить под тему ваших роликов. Если для бренда, чтобы показывал характер компании и ее стиль. Ну а если для игры, чтобы подходил к сюжету и вписывался в ее мир. Когда вы определитесь с целью, то вам станет намного легче представить образ своего маскота. Начнем с характера персонажа, ведь именно это делает его интересным. Определите основные черты. Ваш маскот добрый или злой, веселый или грустный. Можно выбрать пару главных качеств и одну-две дополнительные, которые проявляются только в каких-то определенных ситуациях. Например, очень злой, но становится добрым, когда есть пончики. Или же очень добрый, но становится злым, когда не может придумать идею для видео, что очень даже похоже на правду. Что ж, настало время поговорить о недостатках маскота. Так вот вышло, что идеальных персонажей не бывает, и это нормально. Именно слабости делают героя настоящим. И на самом деле я бы сказала, что это очень важный пункт, так как без недостатков ваш маскот становится автоматически Мэри Сью. А я думаю, вы бы вряд ли такого хотели. Так что что-то должно найти, с чего он может бояться. Например, мой персонаж боится бабочек. Да, может показаться странно, но почему бы и нет? Не бойтесь добавлять какие-то недостатки, они только наоборот сделают вашего маскота интереснее. Что ж, а теперь поговорим про поведение и привычки. Да, они тоже нужны. Представьте, как персонаж ведет себя в повседневной жизни, есть ли у него какие-нибудь увлечения, любимые фразы или даже акцент, что усиливает интерес. Короче, такие детали делают маскота не просто описанием, а настоящей личностью, поэтому пользуйтесь. Кстати, небольшое напоминание. У меня есть свой телеграм-канал, где вы сможете увидеть больше артов и даже пообщаться со мной. Так что переходите, если хотите меня поддержать. Я буду очень благодарна вам. Всех жду. Ну а теперь подумаем над именем, что, кстати, бывает очень сложно. Порой намного легче понажимать рандомные буквы на клавиатуре, чем над этим думать, но все же я попытаюсь вам помочь. Например, для сильного и уверенного персонажа подойдут короткие и звучные имена. А если он загадочный, мечтательный или странный, то можно выбрать что-то редкое или необычное. Попробуйте поиграть со звуками, окончаниями, смешайте знакомые слова, и вот, у вас уже что-то есть. Только вы так не перестарайтесь, так как если имя слишком сложное, то будет трудно запомнить или даже выговорить, не знаю, на что ваша фантазия способна. Ну и не забудьте про возраст. Сколько лет вашему маскоту, уже решайте сами. Окей, теперь переходим к самому интересному. Внешности. Ее очень увлекательно создавать, но скажу сразу, это бывает больно. Но не переживайте, если с первого раза ничего не получается. Я сама побывала в такой ситуации, тот еще психологический хоррор, так что знайте, что вы не одни. Начнем с расы. Ваш маскот может быть любого вида, но что и так очевидно. Хотите вампира – делайте, хотите демона – делайте. Ну а если у вашей фантазии нет предела, как у моей, то можете придумать что-то свое. Так даже лучше будет. Например, можно смешать черты какой-то необычной расы и человека. И вот, у вас уже что-то оригинальное. Теперь немного прически. Кстати, это очень важная деталь. На нее буквально все обращают внимание, так как персонажи часто выражают свой характер через волосы. Скорее всего, вы уже задались вопросом, какую прическу лучше всего подобрать для маскота. Это довольно тяжелый выбор, и я постараюсь вам привести примеры, чтобы вам было легче. Веселый и активный персонаж может носить взъерошенные волосы или короткую стрижку, а спокойные и задумчивые длинные и прямые. Конечно, это не какое-то там правило, и вы можете сделать так, как вам нравится. Это просто всего лишь советы. Ну а теперь одеваем вашего маскота. Вот здесь я уже советую хорошенько задуматься, так как одежда это не просто что на нем надето, а также часть характера. Она может быть обычной или необычной, никто не запрещает. Чтобы было легче создавать дизайн одежды для персонажа, можно представить, что у него есть любимый стиль или субкультура. Почему бы и нет? Это делает его более узнаваемым. Даже я пользуюсь этим способом, когда создаю героев. Возможно, именно поэтому у моего маскота что-то наподобие японской школьной формы. Надеюсь, что это вам поможет с выбором одежды. Что ж, это, конечно, круто, если у маскота есть красивая одежда, но вот когда у него еще и мелкие детали, то это еще круче. Аксессуары, шрамы, тату, кулоны – все это делает образ уникальным и атмосферным.
популярным. Можете добавить персонажу тот аксессуар, который бы вы хотели, только не завидуйте ему. Также особенности во внешности сильно усиливают вайб. Например, у моего маскота это гетерохромия, поэтому обязательно добавьте что-то непривычное. Итак, мы переходим к финальному пункту, а именно цветовой палитре. Цветовая палитра – это просто главные цвета вашего маскота. Просто выберите 2-3 цвета, которые вам нравятся, и используйте только их. Один для основного костюма, второй для деталей, а третий для акцентов. Просто ограничьте себя этими цветами, и дизайн будет выглядеть очень даже. Ну или можете вообще не ограничивать, дело ваше. Ну или есть немного другой вариант. Вспомните характер персонажа, по нему мы и будем определять цветовую палитру. Если он добрый, то можете выбрать теплые цвета. Если энергичный, то яркие кислотные, а если спокойный, то пастельные. И напоследок проверьте, чтобы цвета хорошо смотрелись вместе. Что ж, ну а теперь я хочу раздать парочку советов, которые, возможно, смогут вам помочь в создании дизайна. В приложении Pinterest вы можете вдохновиться дизайном многих адоптов и других персонажей, но ни в коем случае не воруем их, за это можно и по шапке получить. Также в играх RPG вы можете облегчить создание маскота. Я реально не рофлю, я как-то пыталась создать своего персонажа в Роблоксе. Кстати, со мной можно поиграть вместе. Можно показать героя вашим друзьям. Возможно, они смогут что-то добавить или посоветовать. Ну, например, у меня не было такой возможности. Мир так желток. Кстати, если вы досмотрели видео до этого момента, то напишите в комментариях слово «капуста». Честно, не знаю, почему именно это слово, но, как по мне, прикольно звучит. Что ж, надеюсь, я вам помогла, и у вас получился замечательный маскот. Подписывайтесь на канал, если хотите больше видео. И можете на колокольчик нажать, чтобы не пропускать их. Всем до встречи!